Так, наше витание, значит, на Citroёn будем чашки опор менять. В прошлый раз я показывал. Так, вот их оригинальный номер. Вот ту, что я там налепил. Сейчас мы их поменяем. Значит, нам нужен ключик на 21, пока машина стоит. Все это откручиваем и закручиваем. И дальше покажу, как оно будет выглядеть. Делаем паузу. Возвращаемся к этим опорам. Значит, вытащить ее не представляется возможным. Тут электропецию эту надо снимать. Но мы ее не хотим снимать. Значит, будем чуть-чуть приподнимать машину. А ну, поднимай. Еще. Еще. Угу. Еще. Сильнее поднимай, быстрее чуть. Так, стоечка у нас даже не ушла никуда. О, чуть-чуть начала опускаться. Вот это оно, да. О, хорош. Так, значит, машину надо чуть приподнять. Тогда стойка чуть опустится и... А ну, разорви ее пакетик и покажем. И сравним. Значит, это я вот в прошлом видео видели. И вот я купил оригинальное. Да, резинки, конечно, разные мы видим. Но это очевидно. Сейчас положим еще вот здесь, посмотрим. Да. Это и разная резина. Тут она как приклеена, а тут то, что я лепил. Так, значит, машинку приподнимать надо обязательно для того, чтобы эти чашки снять. Значит, тут сейчас я новую чашечку поставлю. О. Так, и перекручу его и затяну, когда машину опущу. Пока так. Так, сейчас мы будем это раскручивать стойки. И попробуем стойки поменять вместе с втулками. Так. На той стороне покажу, что я уже это открутил. И возвращайся сюда. Так, тут у нас идет под шестигранник. Гайка на 17. Сейчас мы пока стоечкой крутим. Есть желание такую его раскрутить полностью, что имеется в виду. Всю трубу опустить и уже по месту поменять эти все втулки и прикрутить. Сейчас я вспомню просто, я такое делал на Берлинга. Там запись идет, да? Да. Всех привитаем. У нас сегодня такой обширный день работы. Все у нас тут стукает, грюкает, но мы даже вам покажем, что скорее всего, что издает такие огромные звуки у меня по подвеске. Там куча, короче, маленьких роликов я сделаю. Так, головка у нас тут идет на Е16. Буду откручивать нижнюю часть, где идет у нас сам стабилизатор этот. Потому что я хочу на нем тоже поменять. Сейчас вспомню, как он у меня тут раскручивается. Не помню, вилку эту надо гайку откручивать или нет. Если гайку надо на подрамнике открутить, сейчас попробуем его открутить. Ага, надо и вторую. Но гайка тут вообще
Ее крутили 100 миллионов раз. Она такая, блядь, и какая. Болты эти, конечно, надо будет заказать и поменять. Так, значит, все-таки вторую гайку тоже надо на рычаге открутить. Сейчас открутим. Делай паузу пока. 21, наверное, да? Вот тут сверху 21 голова лежит. Головка, вот такая черная головка. Ну, я снимаю. А ну посмотрим, прокручивается тут или нет. Вот здесь вот. Смотришь? Да. Крутится? Нет. Значит, с этой нам, наверное, повезло. Ты снимаешь, да? Да. Так, давай мне трещотку. Вот трещотка. Значит, тут нам пока идет все хорошо, да? Пошли на ту сторону. Ну там, видишь, у меня порванный этот самый саленблок, видишь, надорванный. С той стороны еще хуже. Ну, короче, моментов по машине плохих очень много. Вот этот конструктор. Ну ничего, пошли. Покажем. Паузу делаем. Да. Ага. Так, подожди, что я это делаю? Так. Это я его хотел закрутить. Так, делай паузу. Ага. И все равно придерживаться надо. Иначе, если не придерживать, оно у вас не открутится. Ну, пока хватит снимать там. Сюда загляни, поднес. Убери колено. Сюда вот. Видишь, откуда я хочу его достать? Иди ту стоечку с той стороны поправь. Опусти ее вниз. Что там? Вниз ее опусти. Вниз. Ну или в ту сторону. Снимаем? Снимаем. Так, тут у меня не рабочая. Так, значит, вот стойчики наши. Посмотрим, 92. Наработала как хорошо, да? Вообще. Но это никогда не менялось оно. Сейчас мы будем тоже ему родное ставить. Выработка тут капитальная. Как ставить его в одном положении, там по-другому оно не станет. Снизу, если заглянуть, то вы увидите. Так, сравним сейчас с новым, да? Где я новый открывал? Видео идет? Да.
Так сюда направляй камеру, держи правильно. Иди сюда пока. Видно, да? Какое здесь у нас идет. И здесь разбитое, выгрызанное. Это у нас идет водительская сторона. Так мы его и будем ставить. Не, ну отверстие очевидно, да? В 2 раза больше. Это видно. Так что так нам будет удобнее, покажи, что мы так удобнее его и поставим. Вот сейчас протрем. Обратно вниз, покажи, как это скоба торчит. Снизу, да. Дальше мы ее вставили. Чуть-чуть поддомкратим. И будет огонь. Так, нумерацию мы сейчас этого тоже поставим, как и стоит. Да? Так, это у нас будут стойки. Сейчас ты снимаешь? Да. Ноги свои? Так, вот стойки будем ставить. Вот его номер, покажи. Вот сама стойка. И сейчас покажу номер этого. Так, вот номер этой втулки. Вот он номер. Все, делаем паузу и мы собираем. Где у меня работало. Вот место, где оно должно стоять. И посмотрим, где оно работало. Оно вот сюда вот залетало. Также и здесь. Вот оно. Вот где оно работало. Оно давно разбилось, слезло. И это тоже все у меня тарахтело. Кстати, вот это у нас идет правая. Правая тоже круглая. Вот какое оно должно быть. Ромбообразная, а тут круглая. Значит, что мы собираем. Откручиваю сейчас эти стойки мои. Тут у нас, да, выработка у нас тут не то чтобы критическая, но мы видим, да, пыльник разорван. Сейчас будем все это собирать. Так, как мы будем это собирать, я не знаю, может ускоренную съемку покажу, но в любом случае комментируем, подписываемся. Дальше будет, потому что под машиной, опять же, у меня там масло капает. Откуда оно там капает, непонятно. Дальше будет. Всем гарного дня. До побачення.